Меня зовут Женя, я уже 12 лет живу в США, и сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о таком необычном для постсоветского пространства празднике, как Хэллоуин. Знаете, уже мне казалось, я видела все, но оказывается не все. Вот я сегодня вам покажу вещи, которые меня на самом деле удивили, шокировали. Мы поговорим немного о том, сколько американцы тратят на эти все сумасшедшие декорации и как вообще здесь все происходит. Итак, погнали! Видите, как детей пугать. Если на самом деле, мне кажется, если бы я была ребенком, я бы уже сдохла от страха. Приближаемся к дому, который вообще задекорирован на $1 миллион. Но, чувак! Вау. Ну не надо! Hi! Cheers! Happy Halloween! Сейчас я вам покажу, как в режиме карантина, когда запрещены массовые мероприятия, очень-очень клево обычная автомойка устроила нереально крутую развлекалово. А стоит эта радость заехать в этот так называемый туннель ужаса $20 с машины. Так, смотрите, специальная радиостанция. Вау! Причем все было продано. Продано. Но меня все равно пустили. Так. Не надо! Не надо! Мама! I see you. Но, чувак. Ну не надо. Я тебя вижу. Окей, но я знаю, что вы оба меня будете пугать. Перестаньте. Ну, знаете, я, наверное, может, вам хоть стекло, по-моему. Я думаю, поможет для качества изображения. Ушел. Ушел, скажи, ушел. 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 Это $20 за мойку машины, вот с таким вот представлением. Слушайте, это очень прикольно, необычно, даже стрёмненько. В супермаркетах вот делают такие печенюшки специальные, потому что детки будут ходить, им надо что-то раздавать. Вообще, на самом деле, куча сахара, но ярко, красиво, типа $5, и уже, смотрите, за 3 дня до праздника уже 50% скидка, потому что магазины пытаются быстро уже от всего избавиться, потому что у нас следующий праздник на носу, им надо витрины заполнить. Вот смотрите, а вот эти полочки уже пустые. Это вот такие традиционные конфетки, которые раздают детям, которые ходят трик-or-тритить. И они вот таких специальных, видите, эдишн такой. Причем, смотрите, вообще абсолютно во всех сферах. Вот флористика тоже, вот вам, пожалуйста, ткнули тыковку, этот букетик быстрее купят по-любому. Потому что, ну он же такой, создает настроение. Да, оп, шарик тоже создаст настроение.
Вот. Хотя в этом году из-за коронавируса вообще-то у нас якобы Хэллоуин официально отменен. А в некоторых районах, вот даже в Сан-Франциско, допустим, у них введена комендантский час, чтобы никто не ходил и все соблюдали закон, потому что запретить праздник как бы людям достаточно странно. Поэтому им просто запретили выходить на улицу, по-моему, после 10 что-то. Ой, смотрите, какая собака маленькая, боже. Ну что, вот и настал этот день. Американцы украсили свои дома, затарились конфетами, бухлишком, приготовились тусить. Хотя в этом году, на самом деле, я не знаю, как эта вся тусовка пройдет. Это вот то, что я вам показываю, это на самом деле вообще все так на минималках. Обычно все гораздо круче и ярче. Но смотрите, сейчас день, и все так аж затихло. Очереди в магазинах, кстати, потому что, хоть нам и запретили здесь праздновать, но праздновать его будем все равно. А репортаж свой я вам показываю из такого вот среднего села на заднем фоне Бентли в среднем селе. Они вот, кстати, больше всего празднуют. Это вот такой добренький район, где живут семечки, родители. Видите, вот это вот столик, это там вот вечером выставят конфетки. А вон там сторож ржет на меня, видите? Да. Мне кажется, основная, если честно, идея этого всего, это просто вот создать праздник, ощущение другой какой-то действительности, реальности, чтобы просто... Потому что американцам на самом деле живется достаточно скучно. У них, в принципе, проблем нет. У них все достаточно хорошо. А так как бы повылазит всякая дичь. Вот так загорелся все тот же дом. Я же говорила, что в ночи они все оживут. И они все... Happy Halloween! Видите, дома с подсветками, со спецэффектами. И вот такие маленькие воришечки говорят: дайте нам трик-о-трит, конфетки. И вот так все соседи знакомятся с друг другом, любят друг друга, говорят: у тебя что ты пьешь, давай, твое здоровье, Happy Halloween. Вот, смотрите, на самом деле, сколько много людей просто ходит по улицам, хотя для американцев это очень нетипично. Американцы обычно везде ездят на машине, с соседями вежливо здороваются, даже не спрашивая, как их зовут. Поэтому вот такие вот праздники на самом деле помогает им узнать друг друга, познакомиться с теми, кто может вам в сложное время даже дать яйца. А вот мы просто тусим во время Хэллоуина. Почему бы и нет? Дискотеки прямо на улице. Пока детишки ходят и воруют конфетки. Нам очень даже весело. Мы подходим к новому дому. Смотрите, они тут. Супер спецэффекты. Я хочу пойти посмотреть тоже. Я вместе с детьми. Вау. Смотрите, как детей пугать. Если на самом деле, мне кажется, если бы я была ребенком, я бы уже сдохла от страха. Я Фредди Крюгера еле пережила.
Where's your trick or treat? Смотрите, видите, такой военный вышел и раздает конфетки самым выжившим. Те, которые просто, видите, которые не хотят давать конфетки сами и пытаются соблюдать социальную дистанцию, они просто выставляют их на вот такие столы. Видите, особо, которые обезопасят себя от коронавируса, просто выставляют конфеты для детей воровать и вешают вот такую ведьмочку, но с масочкой на лице. А детки пока просто берут все, что можно брать. Trick or treat! Видите, вот им кидают конфеты, потому что старички не хотят подходить близко к детям. Смотрите. Ракеткой вот так. Боже мой, посмотрите на эту бедную, маленькую, одинокую девочку. Ей года 3. Я не знаю, но она идет с сумярой конфет к следующему дому и вообще абсолютно одна. Это мило, забавно и безопасно, потому что вот в таких вот райончиках детки могут гулять даже абсолютно одни. А что я просто наслаждаюсь винишком и радуюсь, как детки радуются. Еще музычка такая тебе подливают в каждом доме. Твое здоровье. Пусть тебе в том мире живется так хорошо, как мне в этом. Фух.